хочется представить такого всеми узнаваемого гостя, пока ехали на поле, уже несколько водителей махали руками. Bir, iki, üç. Пока я ходила, у нас гости уже наш бассейн опробовали. Да, ребята периодически здесь охлаждаются, потому что ужасно жарко. Все, теперь вы точно наш! Пробная первая грядочка. Агропарк это вообще мечта. Мы же всегда раньше делали, как нам учили в Советском Союзе, все там только пшеницу сажать или только фасоль, а сейчас видим уже вот люди, молодежь, наш вот Телек Пайкеда вот в Америку ездил, там научился как Калифорнию сажать, уже более новые технологии. И не то, чтобы с гектара там $2000 зарабатывать, а с гектара может там $20 000 Как зарабатывать. мы привыкли, да? Вот теперь нужно вот так развиваться, если не знаешь, вот прийти сюда, обучиться. Мы купили сегодня набор раций. Один для того, чтобы внутри у тракториста был. Второй, получается, у ребят, которые снаружи работают. И третий будет здесь на базе. Для того, чтобы, если там им что-то надо принести, там, или там трактористу сказать, все, останавливайся, ну что все громко там, друг друга могут не слышать. Взяли вот такие эти штучки. Этот как термос. Здесь чистую воду они будут заливать, например. Для оптимизации, для того, чтобы не вредить экологии, не собирать много мусора. Ну, просто слишком много мусора каждый день. Там, сколько литров воды в бутылях приносят. Соответственно, это все потом надо где-то собирать. Оно где-то может здесь валяться, чтобы такого не было. Лучше как бы устранить причину. Территорию вокруг агропарка нам еще только, конечно, предстоит превратить в удобное пространство. Параллельно со строительством грядок у нас поэтому начались работы вокруг поля. Вот эти трава, которые растут рядом с этим, с клубникой, они тоже вредные, оказывается. Поэтому ее надо убрать, да? Их мы чистим и заодно вот дорогу строим, чтобы в дальнейшем машины, чтобы спокойно заезжали. Здесь вот чистим, планируем. Вот с этой стороны вот, большие машины будут заезжать, а с той стороны, чтобы вот эти муравьи, там маленькая техника будет ходить. Все вот, ясно. по кругу будет дорога. Здесь все приведем в порядок. Как бы планировку участка делаем. Там тоже внутри, по краям. Я планирую, что все это тоже не должно травы там расти. А это все вот, зона должна быть вычищена. Там агроволокном закроем, сверху еще присыпем, для того, чтобы там можно было ходить. Ну и будет все очень аккуратно. По задумке, в будущем здесь должны появиться и комфортные уборные, душевые для рабочих, холодильное помещение обязательно для хранения урожая и сортировочный цех. Но все по порядку. Главная задача была в том, чтобы добиться идеальной грядки. Сделать это, как вы сами заметили, было непросто. Вообще, как должно быть, есть, оказывается, некие такие
лазерные планировщики, то есть на одном уровне это все поле они планируют. Потом после этого уже в это глубокорыхлитель заходит, там спашка, фреза, потом вот уже грядообразователь. Да? То есть у нас, например, уже первого этапа нет. То есть таких, ну, по крайней мере, может быть, они где-то есть в Кыргызстане, но мы сколько раз спрашивали, мы не смогли найти некие вот эти лазерные планировщики. Да? Вот. И, соответственно, уже с самого начала у нас уже идут какие-то неровности, но не всему же получаться сразу с первого раза. Да? По сравнению с тем, что было, теперь и ровно, и форма более-менее выходит. Сейчас небольшие настройки они делают, чтобы пленка ровно лежала. Все остальное нормально, хорошо. Да, вот сейчас я вижу, как, например, даже мне интересно, что это уже выше вот эти холмики. И он объяснил, почему. Да. Что когда вот эти клубники касаются их земли, когда низкая вот эта холм, то они, как это, гниет или грязь. Да, вот а так сейчас оно- уже будет чисто, лучше. Да. Так что Супер. учимся. А мы рады быть полезны. И да, мы учимся вместе с вами, надо сказать. Потому что целый месяц ушел на то, чтобы вот добиться тех результатов, которые мы сейчас видим. Есть какие-то максимально критические вещи. Например, для нас максимально критический фактор — это высота грядки. Здесь, например, высота грядки та, которая нам нужна. Именно поэтому мы отложили даже посадки, потому что нам калифорнийцы тоже, когда пришли, они сказали, не пойдет. То есть они все, что наше старое было, они все забраковали. Поэтому там с Италии привезли оборудование. Теперь вот сейчас она это работает. Скажем, высота грядки нормальная, отсутствие ровных линий, это будет чисто эстетически неприятно. Но я так думаю, что чисто на рост саженцев это не сильно будет влиять. Там тоже есть определенные мелкие нюансы, которые могут из-за этого повлиять. Да? Где-то будет воды больше, где-то меньше за счет неровности. Но как бы что ж поделать, сейчас пока опять, да, то есть надо инвестировать в большие хорошие трактора, надо инвестировать в GPS-систему, все выстраивать, это опять-таки еще больше расходы. Ну, я думаю, мы это будем делать, но шаг за шагом. А вы приехали специально посмотреть, да? Инстаграм посмотрели, нам стало интересно, как И вот так каждый день, стабильно практически, кто-то приезжает, смотрит, интересно потрогать, пощупать. К нам все чаще заглядывают гости, от обычных людей до известных блогеров. И всем хочется увидеть своими глазами, как у нас идут дела. И это очень приятно, и огромное спасибо вам за ваш интерес и вашу поддержку. У нас еще ограничено, каждый человек может только по 2 килограмма купить. Приходят сами, берет корзинку, собирает, сначала пробует, понравилось, собирает, и вот посмотрит, экскурсию получает, информацию про виноград, когда сажали, это какой сорт, как привозили, как выращивали. И всё. Слушайте, ну это как в Европе. Да. Супер. Это же очень такая практика. Европа, Да. Америка. Да. Собирать самим. Это и прикольно. Вот так делаем, поэтому у нас никогда не было проблемы, последние 3 года, Со сбором, да? со сбором, с продажей. Ага. И это нам нравится, что люди приходят своими идеями, они говорят, вот это сделайте, еще кроликов оставьте, там еще Еще и что-то добавляете. добавляйте, и каждым годом все лучше и лучше. Всё. Еще знаете, вот каждый год к нам ученые из Германии приезжают, 40 человек, Чтобы что не делают. чтобы посмотреть на наш фазен, как из маленькой земли, из 10 соток сделали такой интересный проект.
Слушайте, а вы, у вас как в семье, от папы это или вы сами первые начали? Ну, отец занимался, вот виноград выращивал, но это мы оба любители, не профессионалы. Ага, Но как-то когда начал я интересоваться, отец 100% поддерживал. ага. Давай сделай. Туристы, давай. Я даже по улицам, когда хожу, вижу какой-нибудь туриста, я сразу скажу, hey, do you want to see the beautiful garden in the Kyrgyzstan? Ага, Yes, yes, let's go, I will show you. Но не говорю, что это мой. ага, Let's go, and I show my grapes garden, ага. and I give them to try, and after I say, this is my house, and welcome to Fazenda. Класс. И все туристы довольны, я снимаю с ним ролики, их отзывы, как им нравится, как им приятно. Ага. И вообще у нас, что когда люди видят, что из Америки, из Швейцарии, из Голландии приезжают, потом наши начали интересоваться, типа, почему мы не идем туда? От них быстрее, И да, все пошло стало от туристов. Фазенда как топ-3 достопримечательностей города Джалбат. Супер. Всем здрасте. Сейчас уже 12 часов, Ага. и жара где-то 30. 35, я И думаю, уже. в это время хочется под кондиционером сидеть. Но если у вас есть большой цель, к которому стремитесь, то придется пахать в такие жаркие дни, днем и ночи, чтобы был успех. Так что если у вас есть цель, вам не должна мешать дождь, солнце, жара, туда-сюда, друзья, там. Все оставляйте к цели. А главное, даже когда не получается с первого раза, опять же, это не повод останавливаться. Смотрите, если получится, то это супер удача. Если не получится, у вас будет супер-мега Опыт. Так Да. что вы в обеих случаях на выгодах. С вами Фазенда Абыкадра. И Скайбери. Спасибо.